Меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить торт банановый брауни. В нем большой мега-шоколадный корж брауни и нежное бананово-шоколадное суфле. В этом торте банан настолько гармонично вплетен во все слои, что хочется наслаждаться этим сочетанием вечно. Для коржа брауни нам понадобится 80 грамм рисовой, цельнозерновой или другой безглютеновой муки. Мне очень нравится именно рисовая в брауни. Она дает приятную, будто немного тягучую текстуру, которую мы ожидаем от брауни. Добавляем 20 грамм ореховой муки или муки из семечек. У меня конопляная. Такая мука добавит белка в наш корж. Сюда же отправляем 70 грамм какао. Я обещаю вам, что это будет очень шоколадно. 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя, подсластитель по вкусу. Не пересластите, в составе коржа будет еще банан. Тщательно перемешиваем все сухие ингредиенты, чтобы не осталось комочков. Отдельно соединяем один довольно крупный банан, без шкурки его вес 120 грамм и 250 грамм молока. Смешиваем блендером до однородности. Переливаем эту массу к сухим ингредиентам. Добавляем 2 яйца. И тщательно размешиваем тесто до однородности. Получается полужидкое тесто. Выпекать я буду в кондитерском кольце диаметром 18 см с дном из фольги. Внутри прокладываю круг пекарской бумаги, слегка смочив его для лучшего прилегания. Перекладываю тесто в форму и отправляю выпекаться в разогретую до 175 градусов Цельсия духовку примерно на 35 минут. Корж испекся, когда деревянная зубочистка выходит из него без комочков, почти сухая. Даем коржу остыть. Снимаем фольгу, круг пекарской бумаги и прорезаем по окружности ножом, чтобы вынуть корж. Вот такой мега-шоколадный корж брауни у нас получился. Срезаем с него неровную верхушку. Внутри он очень влажный, мягкий и насыщенно шоколадный. Кладем корж на подложку, оборачиваем ацетатной лентой и той же формой 18 см в диаметре. До готовности мусса эту заготовку можно поместить в холодильник. Приступаем к приготовлению мусса. Нужно заранее замочить по инструкции 10 грамм желатина в 60 граммах воды. И достать из холодильника 300 грамм рикотты. Сейчас чаще всего рикотта идет с комочками, которые трудно промешать лопаткой, поэтому пробиваем ее блендером до гладкости. Собираем со стенок все, что не измельчилось, и еще раз проходимся блендером. Получается гладкая, мягкая рикотта. Оставляем ее при комнатной температуре, чтобы она не была холодной к моменту добавления в крем. Для заварной части нам понадобится 3 желтка, 280 грамм банана и 220 грамм молока. Небольшую часть молока добавляем к желткам, а остальное переливаем к бананам. Сюда же добавляем 12 грамм какао и подсластитель. И тщательно измельчаем банановую массу блендером. Важно, чтобы не осталось никаких комочков. Переливаем эту массу в сотейник. Отправляем ее на плиту, нагреваем, но не кипятим. Отдельно смешиваем желтки с молоком до однородности. И, помешивая венчиком, соединяем желтковую массу с теплой банановой смесью. Тщательно помешивая венчиком, отправляем смесь на плиту и увариваем до легкого загустения. Здесь не будет ощутимой густоты, но легкий след от венчика все же остается. На этом этапе нужно остановиться и не продолжать уваривать, чтобы желтки в креме не свернулись. Добавляем заранее замоченный желатин обязательно в горячий крем. Сейчас идеальная температура для его растворения. Сюда же добавляем 15 грамм какао-масла, его можно заменить на кокосовое или масло ги. Тщательно размешиваем. И всю эту массу переливаем к рикотте. Рикотта должна быть не холодная. Тщательно перемешиваем венчиком до полной гладкости и однородности.
Переливаем мусс на заранее подготовленную основу и отправляем в холодильник как минимум на 5 часов. Когда торт стабилизировался, достаем его из холодильника, снимаем кольцо, ацетатную ленту и по желанию декорируем любым способом. У меня это будут небольшие розочки желтого крема. Его я сделала из 100 грамм рикотты и куркумы для цвета. Состав оставлю в описании, я думаю, вам несложно будет повторить его без видеоинструкции. Сверху добавлю ягоды голубики и листья мяты. Они освежают любой декор. Торт готов. Желтый цвет в декоре подсказывает, что банан в этом торте занимает важное место. Давайте его разрежем. Вот такой простой и понятный разрез получился. Корж и нежный мусс-суфле. Но вот вкус, я вам скажу, совсем не такой простой и предсказуемый. Очень шоколадный корж брауни с в меру влажной текстурой и легким банановым вкусом. И супер нежное шоколадно-банановое суфле, в котором очень гармонично сплетены вкусы банана и шоколада. Оно просто тает во рту. Вместе это очень вкусный торт, в котором не чувствуется отдельно банан и шоколад. Они будто образуют здесь единый и совершенно особенный вкус. При этом торт на удивление низкокалорийный. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!